Как-то церковь недолюбливать. Я даже открыл книгу, когда стал читать, ну, поразился. Я могу... Не внимательно читали, я могу сам процитировать, там суть не в этом. Не люблю я их, нет у меня им веры. Конечно. Лоснящиеся сытые попы разъезжают на дорогих иномарках, курят дорогие сигареты. Как такому можно и верить? Ни любви, ни скромности. Да единобожия никакого, икон моря. Каждому святому своя молитва. По своему поводу денег надо направо. Девчонки, чтобы любили, наверное, налево. Да я легко пишу. Да? Мне дело нравится. Или вот еще одна цитата. А вы сами верите, спрашивает вашего героя священник, которого тот встретил перед зданием Государственной Думы? Верую. Это длинная история. Обычно мои воззрения навевают на священников уныние. Так вы не христианин? Начинается. Сейчас очередной ряженый начнет проповедовать, и на его угреватом лице расцветут алые пятна религиозного экстаза. Как я устал от их убежденности и дурного образования. Христианин, но принять могу не все. Видите ли, я еврей и тяготею к лукавому мудрствованию, еле выговорил. И вообще христианство – это наш внутренний еврейский вопрос. Так что не по что вы нашего Христа распяли, а по что не вашего, а нашего распяли не мы, а римляне. А мы бы и распинать не стали, не в традиции, мы бы камешками закидали. Владимир Соловьев из книги «Евангелие от Соловьева». Скажи, это ты Мессия, воплощение живого Бога? Это я. И вы увидите Сына Божьего, сидящего по правую руку власти на райских облаках. Богохульство! Вы слышали его? Свидетели нам уже не нужны. Твой вердикт. Каков твой вердикт? Смерть! Смерть! Взгляните на него! Взгляните! Распни его. Разве этого недостаточно? Взгляните на него. Распни его. Хотите, чтобы я распял вашего царя? Наш царь Цезарь. Другого у нас нет. Говори со мной. У меня есть власть, чтобы распять тебя или отпустить тебя. У тебя нет надо мной власти, кроме той, что дана тебе свыше. Поэтому больше грех на том, кто привел меня к тебе. Если ты отпустишь его, прокуратор, значит, ты враг Цезаря. Ты должен распять его. Ты должен. Распяли не мы, а римляне, а мы бы и распинать не стали, не в традиции, мы бы камешками закидали. А книга как называется? Книга называется «Евангелие от Соловьева». Почему называется Евангелие от Соловьева? Расскажите. Потому что книга написана от лица демона. И Евангелие она, потому что она благая весть для демона, которым является приход Антихриста. И здесь было интересно показать, что в этой книге есть два демона. Первый демон – это Владимир Соловьев, второй демон – это Билл Гейтс. И они служат Антихристу, которому выступает Даниил.
Здесь именно не сатанисты, а именно демоны. Это там другой смысл. Вы, как член президиума еврейского конгресса, может быть, вам было бы логичней попрактиковаться вот на освящении образа священнослужителей, взяв в пример раввинов, к примеру? А члены президиума Российского еврейского конгресса совершенно не обязательно должны быть сторонниками иудаизма. А вы не сторонник иудаизма? Я сторонник монотеизма. Вот я видел... Я объясню, что я имею в виду. То есть я, например, не хожу в синагогу. Монотеизм – это единобожие. Совершенно верно. На русский язык, то есть когда человек верит, что Бог один. Да, поэтому Вот. это так называемые 3 авраамоистические религии. Меня очень много не устраивает в том, как практикуется иудаизм в России. Я не ем свинину, но я не соблюдаю праздников и, к сожалению, не могу в силу работы, потому что я снимаю в субботу. Воскресный вечер я пишу в субботу. Поэтому спросить меня, являюсь ли я сторонником иудаизма, вопрос такой трогательный. Но при этом, я вам скажу так, я не могу приходить в синагогу, когда там написано «Спасибо Роману Аркадьевичу Абрамовичу за наше счастливое детство». А это во всех Для синагогах меня... написано? Нет, это в одной конкретно. Для меня это тупизм. Мне это не нравится. Мне не нравится, когда у нас реально попы в течение долгого времени занимались торговлей сигаретами.